Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз конец июля, август 2026. Точка невозврата. Или 6 шагов к вашей новой реальности. Что изменится до конца лета в вашей судьбе? И сегодня мы пройдем 6 шагов, которые меняют вашу жизнь, а быть может и вас самих. Ретро-Меркурий, который до 24 числа завершает свое подпятное движение. И стало быть, после 24-го, некоторые дела у нас будут идти в гору или как-то более быстрее. Но на смену ретро-Меркурию приходит ретро-Сатурн. И этот транзит еще более важный, поскольку мы знаем, Сатурн – строгий учитель, владыка кармы. И это означает традиции, структура, границы, вопросы обязательств. Венера в 9 до 7 августа – это время земных энергий, наведения порядка в собственной жизни, создания надежных систем и устранения всего устаревшего. Но и сам конец июля, может быть, у нас последние дни обусловлен тем, что 29 числа, 29 июля, полнолуние в Водолее совпадает с Юпитером во Льве. И что это означает? Яркие новости, громкие какие-то события или какие-то обстоятельства, которые несколько нас разворачивают, принимают такой судьбоносный, поворотный момент в нашей жизни. Поэтому для нас будет очень важно уметь держать в фокусе внимания что-то главное и пройти этот период без напряжения. Вот с такими энергиями мы переходим из июля в август. Итак, 6 шагов. И первый шаг. Что вас тянет вверх? А что условно забирает вашу энергию? Две карты. Что тянет вверх? Что для вас именно прогресс? А что как темная дыра, которая вот именно поглощает вашу энергию? Это на первом шаге мы узнаем. Второй шаг. Отношения. Кто проявит себя неожиданно? Кто словно зеркалит вас? Третий шаг. Откуда придут возможности? Это ваши главные ресурсы до конца лета. Что оставить в прошлом? Четвертый шаг, что уже не имеет значения. Пятый. Важные события до конца лета. Что изменится или что вам нужно услышать, какие энергии сейчас словно правят балом. И последняя карта, к чему приготовиться. Помните, что вот все те транзиты, о которых я рассказала еще до карт, они как судьба расчищает перед нами путь. Расчищает, потому что именно на нашу судьбу будут влиять события, которые происходят в жизни людей, которые принадлежат к вашему окружению, пусть косвенно, но влияют. Или вот те обстоятельства вокруг нас, они тоже складывают совершенно другую картину мира. Вот такое может быть до конца лета. Будьте к этому готовы. Итак, первая карта. Что для вас прогресс? Что для вас как тянет вверх? А вот смотрите, конкретно королева Пентаклей, может быть, у кого-то из вас есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. По этой карте могут проходить кто-то из наших близких, семейных, может быть, родственники наши, не обязательно. У кого-то это именно супружеская пара может проигрываться, неважно, что королева. Тут вот по-разному. Дела дома, место вашего проживания, вопросы денег, безусловно. Но это может быть и конкретный человек, который вас поддерживает. И значит, есть как минимум одна персона, которая для вас имеет значение до конца лета. Может быть, это конкретно выражается в финансовой какой-то помощи, может быть, это какой-то план совместного действия, или, может быть, это какой-то творческий проект. Творчество королеве Пентаклей очень свойственно, но, значит, какой-то тандем как будто может состояться. Может быть, это и мы раскроем сейчас поподробнее, но, по крайней мере, в вашей судьбе или в вашем сознании, вашей где-то ваших воспоминаниях. Но тут все-таки больше, что именно для вас прогресс. Поэтому тут я вижу не просто само по себе воспоминания или какие-то мысли. Это тут еще и действия какие-то будут. Но давайте обратную. Что же у вас забирает энергию? А вот интересно, Аркан Мир. Здесь может быть проявленная ваша где-то миролюбие, эмпатия. Вы большие эмпаты, мои дорогие рыбы и рыбки. Но все должно быть как бы в своих границах. Все-таки Аркан Мир чудесный. Аркан. И я надеюсь, что на нашей планете Земля везде воцарится мир.
Но, может быть, все-таки карта всегда имеет несколько значений, по ней нет границ, по этой карте нет каких-то препонов для нас. По этой карте, если мы говорим о собственном состоянии души, это желание, чтобы была вокруг гармоничная обстановка. Тем не менее, вопрос состоял, что забирает вашу энергию. Значит, все-таки есть тут какие-то события, есть обстоятельства, есть ваши дела, мои дорогие рыбы и рыбки, которые не совсем должны быть решены. Ну вот, абы было тихо, да, мы говорим, или бы всем бы было хорошо, чтобы вокруг воцарился мир, а вам самим было, ну, так себе, или не очень хорошо. Вот может где-то гиперболически, что-то преувеличенное, как в желании, да, чтобы, ну вот был какое-то всеобщее благоденствие, порядок. И любыми путями, любыми способами мы бы стремились именно к этого достичь, где-то забывая о самих себе. Вот давайте мы немножко все-таки раскроем. Вообще две карты, которые больше, конечно, свидетельствуют о том, что у вас и есть и поддержка, и, в принципе, очень добрые энергии идут. Может быть, эта карта будет говорить весь мир у ваших ног. Здесь может быть буквально какие-то множество проектов, когда сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Но так все-таки, что для вас прогресс? Что вас тянет вверх? А вот есть желание заработать деньги, к примеру. Или есть какой-то интерес такой, который не развивается очень быстро. Может быть, это проект по работе. Возможно, это даже какие-то, ну, тут есть и отношения, то продуманные отношения, особенно если еще и с королевой Пентаклей. Но тут, знаете, детализация проекта, детализация ваших шагов. Это все вам помогает. По этой карте самый медленный рыцарь, когда мы куда-то не торопимся. Это может быть, если я уже заговорила о проекте, то это может быть, к примеру, если вы ищете работу, или вы, ну, желаете поменять работу. Тут может быть что-то предложено такое, которое предполагает медленный рост, а не быстрый. А вам хочется быстрее, может быть и так. Но тогда примите во внимание, что лучше, как синица в руках, какой-то просчет, нежели журавль в небе. Вот что вас как бы вдохновляет или что вас тянет вверх? Ну уж точно не воспоминания о прошлом, посмотрите, когда вы не упускаете какой-то шанс. Ведь эта карта нам говорит, самая главная мысль карты четверки кубков, это когда мы должны увидеть ту возможность, которая именно пытается войти в нашу жизнь. Может быть, синица в руках, повторяюсь, более надежно, чем журавль в небе. Вот у вас может быть в течение лета, до конца лета, такая ситуация, когда вы можете сожалеть о том, что не произошел какой-то план. Может быть, это вы будете сожалеть о том, что даже в отношении конкретного человека, как взаимоотношений, что что-то пошло не по плану, или вы бы хотели получить нечто большее, а получилось довольствоваться именно тем, ну, наверное, что получилось. И тем не менее, для вас есть какой-то шанс, мои дорогие. Но больше тут я вижу, что тут все-таки есть определенно что-то для вас, ну вот как предложение, как элемент новизны, как, знаете, вы можете оборачиваться назад и все время что-то вспоминать из предыдущей, как жизни или из предыдущего цикла жизненного, или то, что вы ранее, может быть, пару-тройку месяцев тому назад себе постановили, ну, как достичь или организовать. Тут идет все немножко в другом ключе. И нам карта говорит, если ты, это действительно, изберешь какую-то траекторию, которая не совсем стремительная, то ты значительно больше добьешься успехов, раз. Ты обретешь какую-то финансовую стабильность, два. Третье, ты будешь себя чувствовать как в сегодняшнем, так и в завтрашнем дне более уверенно. И четвертое, перед тобой откроются эти перспективы, но тебе как будто нужно будет дополнить знания. Может быть, кто-то буквально сядет, ну, за парту, ну, не буквально за парту, прохождение курсов, может быть, нужно получить сертификат или получить какую-то должность, а мы тоже должны пройти как и курсы или цикл обучения, потому что это карта экзамена. Вот у вас сейчас период, это, тем не менее, то, что вам во благо. Пусть это у кого-то жизненный экзамен, какой-то сложный вопрос решается, может быть, и по деньгам, может быть, и по работе, возможно, и по жилью, но не подгоняйте. Тут вот именно должен быть какой-то, ну, такой детальный просчет. И
обучения, то есть есть элемент новизны, как будто вы чего-то не знаете, мои дорогие, вам это еще предстоит узнать, поэтому будьте восприимчивы ко всему новому. И ни одна карта нам не говорит о том, наоборот, даже как будто уводит от этой мысли. Не вспоминай, не оглядывайся назад, вот в эти 3 пустые кубка. Умей как будто видеть по сторонам, какие возможности тебя сейчас окружают. Все это вам помогает идти вперед. Ладно, а что же тянет назад? Вот давайте так немножко поподробнее. Карта «Мир». Тут ведь по миру нас это, безусловно, вдохновляет. Какое-то однозначное решение, что вас тянет назад. А вы знаете, мои дорогие, вы можете сами с кем-то не соглашаться. Вы можете услышать какую-то новость, узнать. И вот это внутреннее чувство где-то противоречия, ну, может быть, это как первый такой импульс, когда мы что-то услышали точно. И это то, что из разряда ни в какие ворота не лезет, да? Или то, что мы, ну, нам это не нравится, мы не хотим этим заниматься. Или мы не хотим такого, как расклада, да? Я имею в виду по времени, когда нам что-то предлагают, но это, знаете, не совсем оно вписывается в то, что мы себе уже могли намечтать, представить или на что-то сориентироваться. Здесь могла быть какая-то история, кстати, которая связана с тем, что прежде, может быть, это для кого-то из вас теперь будет связано с тем, что вы вспоминаете. Какой-то свой проект, кстати, который вы, и может быть он был связан когда-то с поездкой или с переездом. Для кого-то из вас он был связан, может быть, с далеким расстоянием, с тем, когда вы себе, ну, давали, может быть, даже зарок и представляли, что этот проект выглядит во что-то такое, нечто большее. И для вас это будет на долгий период времени, как, ну, знаете, счастливый билет в будущее. И вот это тут не пошло. Вот вы можете это вспоминать или сравнивать какую-то ситуацию сегодняшнего дня с той ситуацией, которая была когда-то. Кто-то из вас может подводить некоторые итоги по взаимоотношениям королева и король Пентаклей. Кто-то из вас может точно так же, кстати, сожалеть о том, что вы согласились участвовать, возможно, в жизни какого-то человека. И теперь может быть такое разочарование, как прозрение, что, ну, тут все неоднозначно. Я словно не увидела какие-то меркантильные заинтересованности или моменты от конкретной персоны. Тем не менее, вы можете для себя, например, как подытожить, сделать какие-то выводы в отношении конкретного человека, который вам, может быть, еще помогает, но вы уже понимаете, что эта помощь в любой момент может оборваться. Или вы по какой-то причине, ну, есть диссонанс, что-то как элемент недоверия, или когда вы понимаете, что, ну, вот как вам нужно что-то переиграть. Тем не менее, что вам может еще мешать? Да, тут вот то, что я говорила с позиции карты «Мир» и карта «Тройка кубков», желание, знаете, вот чего-то быстро осуществить, чтобы вот этот праздник, он состоялся в вашей жизни. Или то, что вы себе представили, чтобы это было вот тоже реализовано. Но не бегите впереди паровоза, мои дорогие. Опять же, для вас прогресс не то, что быстро где-то делаем на импульсе, а когда мы подводим с одной стороны какие-то итоги, и, возможно, туз мечей, мы принимаем даже какую-то ситуацию, которая была со знаком минус, но оставляем опыт, а не эмоции. Мы будем, ну, где-то себя постоянно останавливать или как задерживать только лишь из-за того, что мы начинаем думать, а вот когда-то что-то не срослось, а когда-то вот не получился какой-то проект. Вам, мои дорогие рыбы и рыбки, есть определенно то, что нужно, как начать заново. Я не говорю, что это старый проект, хотя он может где-то перекликаться с тем, что вы задумали сейчас. Возможно, вы об этом думали и прежде, но раньше вы к этому не приступали, это факт. Вот то, что у вас сейчас на повестке дня, каждого дня, или то, что вы хотите осуществить, оно где-то может напоминать вашу мечту или вашу задумку. Это есть такое, но
это уже приходит в новых энергиях. Вам нужно себя адаптировать. Мы можем думать, что мы все сможем. Но нет, все-таки первая позиция нам говорит о том, что обучение, как адаптация к какому-то новому периоду вам совершенно необходимо. Вот все то, что я сказала. По десятке мечей ведь это какое-то изящное завершение. Именно так трактует эту карту Колет Барон Рид. И есть тут какая-то ситуация, которую вот именно нужно оставить в прошлом. Но идти уже в будущее совершенно с более такими осмысленными энергиями. Не должно быть каких-то иллюзий. Не таких иллюзий, когда я все равно все смогу, я преодолею. Это, знаете, как первое вот мы получаем, вроде бы нам кажется, но то, что мы хотели, у нас осуществилось. А потом, через некоторое время, причем короткое, наступает послевкусие, и мы можем чувствовать себя обманутыми, мы можем чувствовать себя ущемленными, или мы можем чувствовать, что мы поторопились, не проговорили, даже если это по работе, какие-то пункты в нашей последующей деятельности, мы подписали уже какие-то документы и этим самым как себя ввергли в какие-то обязательства. Вот не торопитесь, буквально изучайте каждый вопрос. Для вас это будет прогресс, нежели получить быстро какой-то итог, а потом сожалеть об этом, что я вовремя что-то не просчитал. Будьте внимательны. Отношение, кто, может быть, появится неожиданно себя проявит, кто зеркалит вас. Какая-то история, которая касается денег. Все-таки девятка кубков – это больше. Мы получаем то, к чему мы стремились. Правда, мои дорогие рыбы и рыбки? Вы тут получаете то, чего вы хотели. Но мы говорим отношения, кто зеркалит вас. Все-таки я тут вижу, не повторите какую-то ошибку. Когда вы, возможно, потратили определенную сумму денег, или когда вы участвовали в жизни какого-то человека, возможно, вы кому-то помогали. И вот теперь может создаться такая ситуация, что к вам может вернуться человек. Я не исключаю, что пусть это не от конкретный человек возвращается, а как, знаете, похожая ситуация. У кого-то может проиграться новое знакомство, ну или новая какая-то история взаимоотношений, когда вас видят, мои дорогие рыбы и рыбки. Буквально кошелек. Ну, может быть, не очень хорошо звучит, и я так надеюсь, что это может быть одному-двум важно услышать. Но все-таки эту позицию я должна сказать. Давайте теперь разберем поподробнее, что нам еще подскажут карты, кто зеркалит вас. Потому что эта карта, это действительно, я ее называю иногда картой эгоиста. Но это человек на своей волне. Я не исключаю. Может быть, и для вас нужно быть более, особенно с арканом Верховная Жрица, быть мудрее и хитрее именно по части финансов. Может быть, осторожным где-то в собственных тратах. Но тут может быть как и ваш проект, так и может быть к вам обращается человек, когда он вас видит, финансовый интерес. И раз уж нам выпала Верховная Жрица, значит, мы должны быть внимательнее. Здесь у вас какой-то будет выбор. У вас будет также еще и новость, которая будет касаться того человека, который словно был в тени, или того человека, о котором вы недостаточно знаете, того человека, который о себе умеет много не говорить, в разговоре удерживать паузу, либо это тот человек, который в принципе немногословный, вот такая характеристика. И здесь может возобновиться как контакт или взаимодействие, и вам будет очень важно, ну, как постоянно какой-то выбор делать. Вот, может быть, это у кого-то связано с конкретной персоной, но я точно так же, к примеру, могу предположить, что есть ваш проект. И это будут люди, которые, ну, не касаются личной жизни, а это те люди, которые будут касаться вашего совместного заработка. К примеру, работодатель и вы, как работник. Или, если вы руководящая должность, то тогда это вы можете набирать каких-то людей. И, ну, вот есть сфера интересов, когда работа вашего подчиненного, она будет напрямую как-то влиять на ваш заработок. Или наоборот, вот ваша работа, правильное взаимодействие с руководством будут оказывать влияние или формировать ваш финансовый достаток. И вот примите к сведению, что вы чего-то не знаете, вы не знаете чего-то о человеке, человек чего-то не знает о вас. И здесь вот какой-то момент, как притираться, друг друга узнавать. И знаете,
Здесь вам буквально будет помогать, когда вы много о себе не расскажете. Чем меньше о вас знают, тем вы лучше спите. Здесь может помочь вам буквально в построении карьеры, если мы уже говорим все-таки жезлы. И да и кубки-то эти, они больше свидетельствуют о материальном процветании, прямо скажем. Это не про любовь карта, а именно когда, ну, если я сказала эгоист, то это в том плане, что у нас все есть. Вот по части финансов тут именно как бы финансы есть. Ну, мы сами представляем тогда для кого-то интерес. Но и с учетом пажа жезлов, это могут быть какие-то новости, которые касаются, может быть, работы, и вам нужно будет понимать, как вам правильно поступить. Поэтому, если мы не поторопились что-то пообещать кому-то, что-то, ну, много, может быть, о себе рассказать, то вот это где-то тайна, да, может где-то подогревать интерес к вас, к вашей персоне и, может быть, вам даже помогать. Будьте готовы, что у вас именно по части как минимум финансов и какого-то состояния вашего дела или отношений, когда вы еще о чем-то или о ком-то не располагаете достаточной информацией, будут как минимум два события, когда именно через человека придут две новости. Сначала вот одна какая-то, которая поставит вас словно на выбор, и следом прилетит другая, которая первая, это будет более в таком спокойном ритме, а вторая, которая потребует от вас буквально действий и, может быть, куда-то поехать, подписать документы, на что-то решиться и как будто не терять ни минуты. Возможно, вас именно это переключит на как в какую-то другую плоскость ваше внимание. Вам придется, возможно, с кем-то договариваться, и это вам придется быть хитрее тогда, мои дорогие, много о себе не рассказывать, потому что здесь, знаете, может быть и такая история, когда вы уже составили планы, какой-то проект у вас развивается, и именно то, что вы когда-то хотели осуществить, оно происходит. Это как Его Величество случай, вам как билет лотерейный какой-то будет предоставлен, да, ну или какой-то шанс. И вам, скорее всего, вот для того, чтобы взять этот шанс или возможность, вам и потребуются какие-то согласования, перемещения, но как минимум это точно уделить этому внимание. Причем быстро. Причем еще и сознанием закона или пониманием того, какие документы вы подписываете, какой закон в отношении вас работает. Здесь, вы знаете, аналитика какая-то идет, холодная голова, холодный расчет, опять же повторюсь. Тут есть какая-то ситуация, которая именно все-таки из прошлого. Ну, мы спросили на отношения. Может быть, это у кого-то и именно через отношения. Но поскольку выпадают такие карты, я не исключаю, что это может быть просто какая-то задумка и отношения, деловые отношения, какие-то прежние договоренности, может быть, консультации у вас были, да, и какое-то дело на время встало на паузу, тогда вот эта пауза заканчивается, и вот эти отношения или это дело, которое было задумано как проект, теперь как зеркальная плоскость к вам возвращается и требует от вас быстрой реакции и быстрых действий. Будьте к этому готовы. Третий шаг. Откуда придут возможности? Ваши главные ресурсы. Балансировать, мои дорогие. Правда, балансировать, причем двойной баланс. А может быть и придется и хитрее, и мудрее быть. Потому что явно тут, знаете, как можно для кого-то из вас проиграться. Вроде как возможность пришла, какой-то вопрос вы, ну, как решили, какое-то согласование, вроде бы уже на пике подписания, или что-то вот-вот у вас в жизни состоится. А вы распланировали свое время совершенно по-другому. Спонтанный маршрут пойдет по этой карте. Вот все то, что я говорила, это точно. И это будет какое-то важное событие, важная возможность. Вы не можете это упустить, вы не можете от этого отказаться и не можете отказаться от того, что уже было вами начато. Вот очень интересно, что это такое. Буду благодарна вашим комментариям. Да, вот это возможность называется, которая приходит оттуда, откуда не ждали. Или это лотерейный билет. Но я не имею в виду лотерею. Это, как, знаете, счастливый билет, как по судьбе. Стечение обстоятельств. Или как-то, ну вот, видимо, так судьба перед вами расчищает буквально путь, открывает куда-то путь. А вы как будто за это время успели уже в другом направлении что-то рассмотреть, понимаете? И здесь и от того нельзя отказаться. И вот то, что вы хотели, мечтали, тут как будто, ну, то, что решается, то, что на кону стоит,
Тут это тоже нельзя упустить. Вам придется договариваться. И кому-то договариваться, может быть, с руководством, потому что у вас какой-то тут свой проект может идти параллельно, либо договариваться с конкретным человеком, потому что, опять же, есть и ваш интерес, может быть, и есть интерес человека, но вот как будто между двух огней, мои дорогие рыбы и рыбки, ну, для кого-то, пусть не для всех, вот такая ситуация может быть, и вы ее не должны упустить, потому что это для вас важная какая-то возможность и ресурс. Не отказаться – это факт. В чем ваш еще главный ресурс? Ну, как ни странно, да, аркан-дьявол. Может быть, это у кого-то такое страстное желание осуществить именно свой проект. Для кого-то страстное желание быть вместе с конкретным человеком. У кого-то конкретный человек под знаком зодиака, Козерог, может быть, или имеющий асцендент именно в этом знаке. Ну, это так, попутно, да, будем говорить. Но вы знаете, как любой аркан, аркан-дьявол тоже имеет свои плюсы. Я вам скажу. Это хорошая физическая форма. Это способность зарабатывать деньги и не рисковать. Это если со знаком плюс. Это если что-то рассчитано очень так педантично. И это не про риск, это не про лотерею, мои дорогие. За все время пребывания Плутона в Водолее легкие деньги опасны, помните об этом. Здесь буквально важный ресурс может приходить от того, что мы как горим каким-то делом. И если мы хотим, да, что-то осуществить. И эта возможность даже приходит не тогда, когда мы ее ожидали, или когда мы свободны словно и распоряжаемся своим временем. А чаще всего возможности именно приходят или сваливаются на нашу голову тогда, когда мы вообще как в других плоскостях энергии находимся. И тем не менее, вот от чего-то не отказаться. Как и физической формы, наших сил физических будет достаточно для того, чтобы что-то преодолеть. Но точно так же я не исключаю, как баланс придется держать между тем, что хотите вы, и тем, чего вы уже, может быть, имеете, достигли. Но вот договариваться, опять же, придется. И при этом, мои дорогие, ваш главный будет ресурс не попасть в просак, не попасть в какую-то зависимость. Помните об этом. Здесь может быть как ваше сомнение. Вам стоит только захотеть. Поверьте. Если вы себе дополните как какими-то страхами, дополните ту возможность, которая у вас вдруг вот так зненацку появляется, поверьте, вы себе как закрываете путь, понимаете? А на самом деле вы можете с кем-то договориться, вы можете какой-то очень интересный такой хитрый маневр совершить, если вам даже придется, ну, как договариваться с несговорчивыми людьми. Или вам придется в период до конца лета придумать, вот именно придумать, мои дорогие, придумать какую-то историю для того, чтобы попробовать какой-то вариант, который вам буквально и будет неожиданен. Поэтому не сомневайтесь в себе. Вот как будто эту повязку с глаз, карта искаженного восприятия. У вас есть шанс, а вы можете думать, что я связан по рукам и ногам или связана, и у меня этого шанса нет. А тем не менее, все будет от того зависеть, как вы умеете договориться. В очередной раз это говорю. Потому что какой-то важный ресурс у вас приходит, возможность или предложение, которое точно вас и вдохновляет, вы об этом мечтали, и ни в коем случае вы не должны это упустить. Вот что-то такое, что не решишь вот так вот просто, а именно нужно будет подойти как-то осторожно и, ну, вот с таким дальним подходом, хочется сказать, на какой-то, может быть, я надеюсь, вы понимаете мой сленг, даже если вопрос будет касаться какой-то истории, что, правда, для кого-то из вас с руководителем придется договариваться или с какой-то важным человеком, который вас может подстраховать или может вас понять, например. Ну вот я не исключаю, что придется придумать какую-то легенду или басню, потому что вот вам нельзя что-то упустить. Вот я не знаю, зачем вам это надо, но как будто в этом есть какой-то смысл. В этом есть ваше вдохновение, в этом есть какая-то ваша радость. Вот есть то, что вас как окрыляет, мои дорогие. Не думайте, что вот какой-то проект не получится. Вы, правда, можете преодолеть, вам как сама судьба играет на руку. Но себя беречь все-таки стоит. Что оставить в прошлом?
Вот в прошлом какую-то путаницу вам нужно оставить. В прошлом вам нужно оставить какую-то сбивчивую информацию или какие-то обещания конкретного человека, который раньше ничего не сделал и теперь он не будет. Вам нужно будет, может быть, кому-то из вас перелопатить кучу информации, будьте к этому готовы. Опять же, надеюсь, вы понимаете мой сленг. То есть, может быть, пришло много новостей, а вам придется каждую изучить на достоверность, стоит этому доверять или нет. И быстро как отметать то, что не имеет никакого значения или не на самом деле выглядит либо как иллюзия, либо, как, знаете, пустые обещания могут быть. С чем вам нужно проститься, и правда? Для кого-то из вас может проходить как смена работы, или может быть это как смена места жительства, то, что планировать вы будете, что оставить в прошлом. Может быть и переезд какой-то, да, который вы планировали в одно место, может быть вы тут что-то переиграете или переиграете какой-то график, надумаете, нет, вот я сюда не еду, я от этого какого-то дела отказываюсь, я здесь, ну, как будто мне интересен совершенно другой проект, или я теперь хочу не вот именно вот того, чего хотел даже или хотела прежде, а несколько видоизмененное что-то. Вот не бойтесь где-то менять свою мечту, не бойтесь менять мировоззрение, мои дорогие рыбы и рыбки. Что еще оставить в прошлом? Для кого-то из вас буквально оставить в прошлом уход какого-то человека или расставание. Здесь у вас на кону некогда скучать будет. У кого-то из вас будет, может быть, даже какое-то новое знакомство, неожиданное в дороге. Вы можете столкнуться с таким человеком, который действует очень импульсивно, и именно этим вас человек может зацепить. Он не такой, как вы, но он будет проявлять много эмоций, и именно через эмоции, ну вот почему-то задержится ваше внимание на подобной персоне. А что это такое? И тем не менее нам говорят, будь осторожен, потому что в последующем от импульсивных людей можете получить какой-то, ну, или конфликт, или какую-то не самую приятную, ну, ситуацию, вот именно ситуацию, мои дорогие. А также нам говорят, оставь вообще в принципе все то, что тебя как деструктивно разрушает, как все то, что в виде даже воспоминаний, когда у тебя был проигрыш, это все в прошлом. Оставляй, отпускай, мои дорогие, правда, отпускайте тех людей, которых, может быть, вы сами где-то оставили, или вот так судьба сложилась. Может быть, это связано с людьми, которые меня смотрят, люди из разных стран, которых вы реально не можете вернуть. Может быть, это какая-то личная история любви, которая, увы, в силу причин или не от вас независящих, или событий непреодолимой силы, вы не могли это как-то тоже изменить, не оглядываясь назад. Это не имеет никакого значения. Даже если кто-то из прошлого пытается вас как зацепить, как когда-то прежде, на какую-либо эмоцию, как будто тоже не ведитесь на это. Оставляйте это в прошлом. Давайте узнаем важное событие, что изменится. Финансы будут меняться, поэтому, правда, по работе, по делам, по вашим проектам здесь может быть очень даже совершенно иная история зарабатывания денег, когда вам, возможно, будет такая возможность меньше работать, буквально не вкалывать до седьмого пота, а может быть даже это с более таким покладистым, хочется сказать, покладистыми и людьми, вот такую работу можно найти. Или с каким-то более удобным графиком, когда вы буквально можете больше отдыхать. Но, как ни странно, эквивалент по финансам у вас будет тоже больше. По аркану умеренности, это его величество случай, вам может предоставить такую работу. Кстати, по этой карте может быть его величество случай, как какая-то оказия, которая будет у кого-то граничить как вторичный доход. Но здесь может быть, знаете, вы можете оказаться в той ситуации, когда вам много советчиков будут давать, ну, какие-то свои ненужные, в кавычках, консультации, ну, что-то говорить. Делай так, не делай эдак, а при этом будут стараться воспользоваться вами, вашими услугами по максимуму. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, мои дорогие. Потому что, когда выпадает аркан умеренности, это всегда его величество, как какая-то оказия. И у этого аркана есть своя история. Почему вот нужно так очень бдительно
как бы доверять самому себе, а у вас шикарная чуйка, интуиция. Вот слушайте ее, потому что важное событие, мы ведь с вами говорили, тут что-то такое, что не совсем тривиально, не совсем обычное, когда ваш один план сталкивается с какой-то возможностью. И может быть, как и выбор этот сложный, так и вот пока еще выбор этот делать, ну, как с точкой, не нужно. Тут куда-то не стоит торопиться. Тут именно нужно что-то изучить, пронаблюдать, может быть, да. Ну, пронаблюдать там не имеется в виду не когда мы сложили руки и просто ждем, вот завтра там что-то изменится. Нет, это сами мы какие-то действия предпринимаем, что-то узнаем, куда-то едем, может быть, с кем-то переговоры осуществляем. И в это время, когда мы вот как раз чем-то заняты, мы подмечаем все до мелочей. Вот эти мелочи для вас могут означать нечто важное, как какая-то подсказка, которая может свидетельствовать о начале нового жизненного цикла. Или для вас решить какой-то очень сложный вопрос, хотя тут нужно быть немножко на своей волне, потому что раз рядом семерка жезлов, значит, есть всегда те персоны, которые либо вас пытаются отговаривать, либо те люди, которые пытаются, может быть, в своих каких-то целях воспользоваться взаимодействием с вами, скажем так, и вас именно перенаправить в то русло, которое им более понятнее, приятнее, или пытаются вас уговорить от чего-то отказаться, я этого тоже не исключаю. Повторяюсь, мои дорогие, какой-то шанс, как важное событие, непременно будет до конца лета. К чему приготовиться? Какой же путь расчищает рыбам и рыбкам судьба? А ведь правда расчищает. Выбор, да, вы будете делать, какую-то новость вы получите. Вы получите, возможно, даже какое-то подтверждение. Все-таки у нас паж Пентаклей продуманный такой. Наш паж, да, который готов и к обучению, так и буквально к каким-то поездкам, перемещениям, изучению чего-то нового. Совершенно новые планы вы будете строить. Возможно, это мы последнюю карту с вами открываем, какой путь расчищают. А вот тут элемент новизны будет опять же говорить о том, что тебе придется что-то изучать. Тебе придется как в какую-то науку, либо в новую плоскость, либо в новое дело погрузиться. И ты этим прежде не занимался. Для тебя это действительно будет что-то как с нуля. Поэтому не торопись, тебе еще предстоит пройти какой-то этап. Но вы будете постоянно чувствовать, что вы именно на выборе, к чему приготовиться. Договариваться, опять же, придется. Для кого-то из вас это может быть к чему приготовиться. А тут может быть как новая встреча, особенно для тех, кто один или одна. Хотя по этому аркану я не исключаю, иногда проходят те люди, которых мы уже прежде знали. Но может быть это вот то знание, а здесь перевод отношений как на новый уровень. Я тоже не могу этого исключить, все-таки мы все разные. Но здесь именно пара, в этой колоде влюбленная. Здесь какое-то продолжение взаимоотношений и, может быть, даже с учетом пажа Пентаклей. Это может для кого-то из вас означать новое знакомство, но вам еще предстоит пройти достаточно длительный путь узнавания. Вот это я тоже не могу исключить, поэтому к этому как минимум приготовьтесь. А ведь и правда у кого-то может состояться судьбоносная встреча с каким-то очень важным человеком. И тут мы можем сказать двояко. У кого-то это проиграется, судьбоносная встреча. Ну, это касается, может быть, и личной жизни. Но у кого-то это шанс фортунный, солнце. Когда вы ищете работу, как работу вашей мечты, какую-то возможность. Или пусть эта возможность, как мы говорили, она приходит вот через какую-то вторичную ситуацию. И тогда вам этим нужно воспользоваться. Перед вами правда, судьба открывает путь. Более того, это карта выбора правильного направления, мои дорогие рыбы и рыбки. И поэтому тут выбор, который вы, возможно, будете делать как по ретро, к примеру, Плутону, который у нас будет транзит до середины октября. Поэтому я не исключаю, может быть, процесс обучения, может быть, процесс адаптации, может быть, процесс узнавания по отношениям. Будет как-то шаг за шагом развиваться. И в конечном итоге вот этот выбор
до конца года вы точно будете какой-то делать, потому что перед вами откроется как минимум, может быть, не одна дорожка, а две, и вам еще придется их выбирать, ведь это тоже карта выбора. И поэтому на кону стоит что-то очень важное по аркану Солнца, которое меняет и вашу жизнь, и вас самих, и ваш, может быть, финансовый статус, и ваши вообще предпочтения, а для кого-то и мировоззрение. Но ясность в какой-то теме у вас наступит. Позвольте себе пройти дорогой судьбы. Повторюсь еще раз, не откажитесь в ту минуту или в тот момент, когда вам придется, может быть, договориться даже с людьми, с которыми договориться сложно, или придется соединить два ваших интереса, не упустить одно и уж никак не отказаться от второго, как будто позволить себе попробовать себя сразу вот в двух направлениях или примерить на себя сразу не одну мечту, а две. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.